Ну, здравствуйте! Я наконец-таки нашла время, чтобы снять очередное видео, потому что в моей жизни произошли снова очередные перемены. Вы знаете, жизнь в эмиграции прекрасна и удивительна своей непредсказуемостью. Это действительно второй шанс изменить вашу жизнь диаметрально, просто развернуться на 180 градусов и наконец-таки сделать то, о чем вы мечтали, например. И вот сейчас я вам хочу рассказать историю, которая произошла со мной с лета. Мы чуть не стали в пару с девочкой из Норвегии, и тогда бы мы жили на две страны. Я этого очень не хотела. Мы попробовали с несколькими девчонками и все же решили вернуться к нашей самой-самой первой девочке, с которой Боря стал в пару, как только мы приехали в Польшу 3 года назад. Но это означало пойти на некоторые условия, которые, были для нас тяжелыми. То есть сейчас Боря танцует в другом клубе, я не вижу, как он танцует, я только плачу за танцы, с ним работают лучшие тренера мира, я не побоюсь этого слова. Он затанцевал активно десятку. Это, конечно, сумасшедше дорого, и с этого начались мои приключения, потому что летом я поняла, что отработав 5 сборов, я покрываю его сборы тренировочные, и ровно 1,5 месяца его танцевания в этом клубе. И посчитав расходы, поговорив с тренерами, когда они мне выставили счет среднемесячный, плюс турниры, плюс костюмы, плюс все остальное, я поняла, что мой заработок должен вырасти минимум в 3 раза. И я вот сижу и понимаю, что мне надо реально как-то сейчас придумать что-то, чтобы увеличить свой доход немедленно. У меня на все про все 30 дней, потому что денег хватит вот только на 1,5 месяца. Плюс надо начать работать, чтобы заплатили зарплату. Я начала проактивно, просто всеми возможными средствами я искала работу. Сначала я, пошла там по проторенным дорожкам, все эти сайты и так далее. Я написала всем своим знакомым, что, ребят, я ищу работу. И вот в Фейсбуке я поняла, что я ищу работу там, где я могу найти работу только низкооплачиваемую. Например, работать там за 10, 15, 20 злотых в час. Я просто не потяну. Я время свое отдам, но оно не будет стоить столько, чтобы Боря мог танцевать. Я поняла, что надо как-то хакерски действовать. И мне попалось объявление ночью, и я ночью тут же на него ответила, в сообществе для экспатов. Рынок труда их несколько отличается от рынка труда, например, украинской иммиграции. И я там нашла работу. Мне перезвонили и сразу задали мне вопрос. Сколько ты хочешь за это получать? И я сразу назвала цифру. Я назвала цифру, потому что в тот момент у меня уже в голове сложился прожиточный мой минимум, что вот столько надо на танцы, надо столько, чтобы оставалось. Вот я эту сумму озвучила впервые в жизни. Я как все мы, знаете, я так стеснялась всегда. Ой, как же, я же произнесу такую цифру. Нет, я ее произнесла. Это, знаете, я уже играла ва-банк, либо пан, либо пропал. И вот сейчас я работаю в этой фирме. Эта фирма занимается трудоустройством медперсонала по всему миру. И они искали русскоговорящего человека, потому что они входили на рынок Восточной Европы, чтобы рекрутировать русскоговорящих специалистов в Европу на работу. Но между тем мы работаем и с европейскими специалистами, и со Штатами и так далее. То есть у нас такая трудовая медицинская миграция везде. Второй момент, что я оставила себе один клуб. Я выбрала тот клуб, в котором тренер просто... Женщина в такой же ситуации, это молодая девочка, ей 30 лет, и этот клуб – это все, что у нее есть. И она настолько отдается этой профессии, что просто это был единственный человек в этой сфере, который вызывает у меня такое глубочайшее уважение. И я сказала, я буду работать в своем клубе за практически половину стоимости. Но дай мне много работы, и мы вместе, вместе с ней, мне очень нравится работать, я работаю практически каждый день, у меня растут количество тренировок, потому что клуб разрастается, я туда тоже приглашаю детей, русскоговорящих, польскоговорящих, у нас там такая смешанная компания. На самом деле я вижу будущее, потому что человек, который так над этим работает, который посвящает этому всю себя, она не может просто... Мне нравится с такими людьми работать, которые горят идеей, которые целеустремленные, мотивированные, и с ними всегда легко, и всегда, когда есть общая цель, то тогда всегда иначе работается. И третья моя работа, это я сейчас подписала контракт с телевидением польским. Я чудом не бросила киношколу свою, у меня еще и дипломный год в этом году, я вообще реально не знаю, как я все это буду успевать, но у меня просто выбора нету.
Я подписала контракт сейчас с телевидением польским до января месяца включительно. Если все будет хорошо, то мы продлим контракт дальше. Я работаю на съемках кулинарного шоу в Минске, поэтому я очень часто туда выезжаю сейчас. Я работаю там, у меня там много должностей на самом деле, потому что так вышло, что я оказалась просто с самого начала втянута в процесс создания нового абсолютно формата кулинарного шоу, чему я просто безмерно рада. Это просто шанс в жизни, такой 1 на миллион выпадает. Ну и поэтому я должна быть на каждых съемках, на кастингах и так далее, и так далее. И вот буквально на следующей неделе я очередной раз улетаю туда на съемки. Можете на моих Facebook-страничках за этим следить, только добавляйтесь, друзья, потому что вот за этот весь процесс произошедший, очень много воды, который унес и принес новой, я поняла одну вещь. Нельзя в свою жизнь пускать токсичных людей. Я закрыла свой Facebook только для друзей. По сути, YouTube — это единственная вещь, как бы более-менее публичная. Здравствуй, солнышко. В общем, это что касается новостей в моей жизни. Каково было послание в этом видео? Ребята, все возможно. Возможно найти хорошую работу за 30 дней в другой стране без связей. Возможно, будучи коммуникабельным человеком, параллельно развивать деятельность, о которой ты мечтаешь. Мне сейчас очень помогает то, что мне нравится и одна моя работа. Я стала получать удовольствие от тренерства, потому что его не так много теперь, и я не веду групповые тренировки, только индивидуальные. Когда я работаю над кулинарным шоу, вот это как раз та часть жизни, где я питаю энергию, где я получаю энергию, где я черпаю. Я могу на съемочной площадке находиться, не знаю, 24 часа в сутки, я абсолютно не устаю, я там ничего не ем, я забываю о том, что мне надо есть, что мне надо пить. В эмиграции возможно действительно все, если вы трудолюбивы, если вы видите свою цель, если вы пробуете. Если никто ничего не делает, то у него ничего никогда не получается. Если вам интересно было, ставьте лайки, пишите свои комментарии, делитесь своими историями. Я обожаю истории эмиграции, такие, знаете, жизненные. Чудеса случаются там, где их ждут. Не то, что их ждут, а там, где их делают сами люди. Если понравилось, ставим лайки, подписываемся на мой канал. Не теряйте надежды, боритесь за то, что вам нравится, занимайтесь любимым делом. И на этом все. Всем удачи, всем пока. До скорых встреч.